Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, вы на канале Мой Флакон. Рядом со мной Слава. Сегодня у нас, как вы догадались, замечательное событие. У Марка Антуана или Антони Боруа вышел новый парфюм Ganymede Extract. То есть не хватало, конечно, обычного Ганимеда, его шлейфости, громкости и всего такого. Выпустили они вдруг Extract. Мы флакон еще не открывали, он пришел прям сегодня утром, я его забрал с почты. Прямо с официального магазина их я заказывал. И, конечно, не терпится, что посмотреть. Ну, я примерно представляю, как это выглядит, потому что у меня есть все ароматы Марка Антуана Боруа, включая экстракт B683. И мне будет интересно сравнить, кстати, похожи ли они чем-то. Поэтому я предполагаю, что он будет примерно так же выглядеть, но посмотрим, как это будет. Ну, кстати, они положили уже в посылку вместе с этим флаконом 50 мл еще пробничек, тоже Ganymede экстракт, поэтому мы уже нанесли, и он стойкий, уже полдня точно прошло, да, с того момента. Что, какие-то открытки будешь показывать? Ну Слава, конечно же, настаивает, что показал. Прислали нам письмецо такое. Здесь написано, что спасибо большое за заказ и надеемся, что новый парфюм вас покорит с spicy and leather notes, то есть с нотами пряными и кожаными. Что заметить, все написано от руки, ручкой. Это не напечатано, даже есть подпись. Да, но подпись это не от Марка, от менеджера, который упаковывал. Вот, и тоже открытку такую они включили в посылку. Такая же открытка у них в инсте, то есть официальная промо, такие теплые золотые оттенки, Ganymede экстракт. Что-то я вижу здесь амбровое, песчаное такое. Вот. Здесь традиционно такие есть марки, которые приклеены. И они необычные такие наклейки. И когда их открываешь, они полностью не отклеиваются. Что, кстати, признак оригинальности. То есть, если будете смотреть при открытии, вот эта вот часть, оно будет оставаться кусочек. И оно, кстати, так просто не снимается. Нужно отрезать. Ну, поехали? Поехали. Хотел бы заметить то, что у них у Ganymede обычный флакон он прозрачный, как и B, получается, 683. Они такие все полупрозрачные флаконы. А у B683 экстракт золотой флакончик полностью. Ну, их классическая коробка, оформление такое же, выдержанное, строгое. Здесь черный марк Антуан Боруа, Пари. Что нас ждет здесь? Нас ждет здесь, конечно же, такой золотой флакон Ganymede экстракт. И послание. Что же там за послание? Вау, просто золотой слиток. Да. Золото. Золотой слиток. Ну, в книжке здесь перечень всех ароматов этого дома и также ароматные свечи, которые у них есть. Что ж, приступим к самому флакону. Выглядит он прям весь в золоте, внизу наклейка, 50 мл, это у них нету 100. Это экстракт стоит, конечно, он дороже, чем Ganymede, примерно в 2,5 раза дороже. Выглядит вот так, прям золото во флаконе. Очень плотно крышка прилегает, как обычно, есть щелчок, когда... Так, ну что ж, поехали, посмотрим, как это. Над бутерами не надо. Прошу вас.
Ну, конечно же, здесь узнаваемая такая база, уже минеральные оттенки шафрана, но сразу же приписывается еще одна нотка, которая не заявлена в пирамиде. Я чувствую мед. Да, я тоже чувствую мед. Такая какая-то сластинка такая, где-то там на небе. И мед такой вот какой-то гречишный, немного с горчинкой. Вот, горчинка, точно. Горчинка такой тягучий, сладкий. Сразу же сравним с ганимедом, который не экстракт. Но этот мед, он ненадолго. То есть, и он не так, это не медовый аромат, да, чтобы вы не подумали. Просто сразу при сравнении оно немножко отличается. Ну да, здесь ганимед. Не знаю, мне уже в носу все перемешалось. И мне уже и здесь кажется мед, и здесь мед. Но здесь больше я чувствую в обычном ганимеде шафран. Шафрана больше. Ну вот я в обычном ганимеде не чувствую меда. Вот этот вот экстракт, он действительно более сладкий, что ли. И на фрагрантике там даже заявлено, что чуть больше сладких нот по сравнению там с ганимедом. Ганимед обычный прохладный, минеральный, шафран, все вот это, все, что мы любим. Много медицинское, что-то есть. Я, кстати, в последнее время стал чувствовать медицину в аромате, когда многие говорили, что мы там чувствуем, я говорю, нету никакой медицины. Я в последнее время стал в бакаре чувствовать бинты, когда я до этого никогда их не чувствовал. В ганимеде я стал чувствовать немного медицины. Короче, немного трансформировался мой нос. Я теперь стал чувствовать, как все, что-то медицинское. Ну, а что тебе больше нравится, экстракт или ганимед? Ну, они отличаются, вот. Экстракт, кстати, еще со временем начинает больше кожаный становиться. Больше такой кожа чувствуется. Ну, ноты отличаются здесь немножко. Сейчас мы их прочитаем. Но суть в чем? Ганимед, он более воздушный, более, наверное, даже более шлейфовый и какой-то более прозрачный, звенящий. То, что касается экстракта, ну, на то он и экстракт. Он тяжелее, в нем более плотные ноты. Здесь уже заявлены и мира, и ладан. Также здесь есть и бессмертник, как в оригинальном ганимеде, насколько я помню, в базе шафралин, и что-то там было еще. Ну, почти все назвал, мне кажется. В ганимеде оригинальном заявлена тоже кожа, но там я кожи не чувствую. Но я знаю, что кто-то чувствует. Для меня вот ганимед, который оригинал, он больше, может, даже немножко фруктовый какой-то. Хотя в ганимед экстракт находятся верхние ноты мандарин, мира, ладан, средние ноты бессмертник и базовые ноты акигала, вуд и шафран. Вот, то есть база получается, вот она уже побыла на мне часов так 6, все еще остается. Аромат, то есть он точно будет стойким, шлейфом, он чувствуется вокруг вас, но в база более кожаная. То есть, если вам вдруг в ганимеде оригинальном не хватает кожаных аспектов, то это, по сути, то же самое, плюс больше кожи, плюс больше теплее. Специй, как таковых, здесь я не ощущаю. Самое прикольное то, что в экстракте нету кожи. Там как бы не заявлена кожа, но я в экстракте больше чувствую кожи, чем в обычном ганимеде. Но в открытке они так и написали. Более пряные и кожаные ноты. Вот, так что не верьте фрагрантике, что там написано. То, что вы слышите, то там оно и есть. Вот и все. Да. Что дает мед? Я не знаю, что дает мед. Наверное, ладан и смолы. Ну, мира, да. То есть они такие сладковатые. Да, дает эту медовую такую ноту. И вот эту еще горчинку. Ну, он классный.
он супер. Да. Стоит ли его покупать? Не знаю. Мне кажется, только если Вы фанат бренда, как фанат Сергей. бренда, как я, и который хочет иметь все эти ароматы. Либо если хочется там еще чуть более плотного, да, потому что он существенно дороже, и этот ганимед оригинальный, конечно, ну, он просто неизменяемо хорош уже несколько лет. Мгм. Что я еще хотел посмотреть, будет ли с B683 какая-то разница, который экстракт версия. Потому что там она тоже более такая плотная по сравнению с B863 обычный, 683 обычный. Кстати, они похожи с ганимедом, но B683 более какой-то тихий, что ли, более спокойный. Да, и хочу сказать, что Инсалат все-таки немного выбивается из этой стаи. Он сам по себе такой, более природный, более зеленый, как по мне. Ой, очень сильно отличаются, очень прям. Да. Вот он такой, этот B Здесь как-то больше каких-то мускусов. 683, прям, да, животный. Угу. Этот экстракт. Ну вот он тоже кожаный. Тоже частично из Здесь кожи. прям животина. Прям такая животина, прям дикого зверя. Угу. Вот, но еще здесь я отчетливо слышу яблоко. Такое кисло-зелененькое яблоко, типа Гренни Смита. Ну, со временем я разнашивал вот этот экстракт B683, и вот эта животина уходит со временем, остается в основном яблочко. И оно такое приятное. Да, яблоко. Да. Но яблоко вряд ли будет слишком долго. Не, вот на удивление, что держится. Он потом остается одно яблоко практически. Ну, экстракт классный, ганимеда точно понравится, если вам нравится ганимед обычный. И эти все ароматы, они действительно имеют свой ДНК, общий ДНК. Мне кажется, что это шафран, либо шафралин, то вещество, которое добавляют они в свои духи. Вот это вот такая минеральный оттенок есть везде. Да, вот этот вот, как ты сказал, Инсалат, он подвыбивается больше в какую-то лютую зеленуху. Но там тоже есть и такие оттенки минеральности. Ну что, ждем теперь скоро Инсалат в экстракте? Ну, Инсалат сам по себе убойный, не знаю еще экстракт. Но будет логично, наверное, дополнить еще это. Почему бы и нет? Как ты думаешь, каким бы он мог быть? Не знаю. Ну, если честно, из всей этой подборки Инсалат мой любимчик. Я его больше всего люблю. Ну, мой любимчик, наверное, обычный ганимед. И мне тоже очень нравится 683. Вот эти вот экстракты, они... хочется иметь для коллекции, носить их тоже классно, но реже. Потому что вот эти более воздушные как-то чаще, что ли, хочется носить. Ну, классно, классно. Кстати, медовость, она довольно быстро уходит. Возможно, это имелось в виду вот пряность, которую упоминают в письме от этого дома. Ну вот ты скажи, ты доволен покупкой? Ты не пожалел, что купил? Нет, конечно, я не пожалел, потому что мне нравится этот бренд, мне нравится направление минеральных ароматов. И классно для коллекции. Где-то посмотреть, на пару посиделках, с кем-то пообщаться. Да, супер. Ну, отличный аромат, мне он нравится. Мне вообще все нравится у этого бренда, это классно. Это супер-мега популярно всегда становится этот аромат. Quentin Bish парфюмер, он вообще мастер нашего времени. Мне кажется, он гениальный парфюмер, который создает такие ароматы. Как ты еще думаешь, Слава, перебьет ли ганимед экстракт еще популярность ганимеда? Не знаю. Не знаю. Честно, я думаю, что нет. Только по той причине, что он еще дороже. Из-за цены, да. Согласен, из-за того, что цена, конечно, очень кусачая.
Только вот фанаты этого бренда могут его купить, я думаю, за такую цену. Как бы... Ну, он классный. Но, честно, Ганимеда обычно достаточно. Полиции чуть больше, хотя и там пару пшиков очень достаточно, чтобы несколько часов, 5 шлифить. Окей, я рад покупкой. Если вам нужно что-то узнать про этот аромат, спрашивайте в комментариях. Возможно, вы уже успели его испробовать. Интересно будет ваше мнение узнать. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк. Отличного вам дня, вечера. Всем goodbye. Пока.